Режим Лукашенко продолжает реагировать на кампанию Народного антикризисного управления «Ни цента на войну». Так называемый министр финансов Беларуси открыто угрожает зарубежному бизнесу рэкетом. Напомним, в рамках антивоенного движения НАУ инициировала кампанию «Ни цента на войну». Наша цель – добиться приостановки, не ликвидации, деятельности зарубежного бизнеса в Беларуси наравне с Россией, но ликвидации белорусского офшора и лишение режимов Путина и Лукашенко ресурсов для продолжения войны с Украиной и оккупации Беларуси. На текущий момент мы уже направили более 60 писем и добились приостановки поставок продукции. В качестве примера можем назвать компанию Bosch. Режим уже реагирует на наши действия и жалуется на нас Кремлю. Вчера же так называемый министр финансов Селиверстов решил пойти еще дальше и стал открыто угрожать иностранным компаниям, которые решат приостановить работу на белорусском рынке. Если вы хотите уходить, ради бога, но правительство вправе установить дополнительное налогообложение на те доходы, которые вы хотите вывести за границу, либо, в принципе, запретить совершение тех сделок, которые, могли бы по законодательству осуществляться по выкупу своих долей. То есть, если учредитель, или акционер говорит: выкупайте мою долю, отдавайте мне деньги, и я во что бы то ни стало ухожу, это тоже возможно. Но это будет, дополнительно, на это будет установлен либо дополнительный налог, либо, определен некий запрет в 2022 году на осуществление таких сделок. Фактически, заявление гражданина Селиверстова означает, что режим Лукашенко намерен заниматься банальным рэкетом. Объясняет он свои намерения снижением экспорта и валютной выручки. Почему режим так боится остаться без валюты? Все просто. Ему нечем отдавать долги, из-за чего Беларусь уже находится в ситуации неизбежного дефолта и коллапса экономики, в чем 14 марта лично расписался сам диктатор Лукашенко, приняв указ номер 93 и позволив так называемому правительству Головченко рассчитываться по госдолгу в белорусских рублях. Правда, гражданин Селиверстов почему-то забывает о причинах, которые привели страну к такой ситуации. Что ж, напомним, это бездарная экономическая политика правительства, режима Лукашенко, а также его многочисленные преступления, которые сегодня привели к фактической оккупации Беларуси Россией, втягиванию нашей страны в ужасную войну с Украиной и нарастающим санкциям, как инструмента для привлечения режима к ответственности за все, что он натворил и продолжает творить со страной. Переходя же к открытым угрозам и шантажу, режим лишь подтверждает, что вопрос, который мы ставим сегодня перед зарубежными компаниями, это вопрос их собственных ценностей, принципов и сохранения репутации, которая стоит гораздо дороже, чем сомнительные выгоды от ведения бизнеса с военным агрессором. Со своей стороны мы отвечаем гражданину Селиверстову: спасибо за мотивацию. И продолжаем работу. Также напоминаем, что каждая организация, ставящая своими целями противодействие режимам Путина и Лукашенко, прекращение войны с Украиной и оккупации Беларуси, может поддержать нашу кампанию, используя образец письма и список адресатов, который мы оставим в описании к видео. А все компании, которые приостановят работу сегодня в Беларуси и перестанут платить на войну, давать деньги на войну режиму Лукашенко, безусловно, вернутся в Беларусь. Ни цента на войну, ни цента на оккупацию.